Здравствуйте! Сегодня у нас второй день, и это день, где мы будем распаковывать у вас самоценность, вашу самоценность. Давайте посмотрим, какой колод. Давайте на это глянем. Я надеюсь, у вас идут процессы свои. Пишите мне, пожалуйста, можете в личку написать, либо в комментариях. Ну, как-то мне нужна ваша обратная связь, вообще, что происходит с вами. Что зашло, что нет. Может быть, ваши какие-то личные переживания. Вы можете написать это мне в личные сообщения, чтобы я знала вообще, куда мы идем. Потому что я-то иду, а может быть, у вас свои какие-то процессы идут сейчас, которые могут вам помешать, может быть. Но вы сейчас, да, на пути своей трансформации. Про самоценность. Вы всегда стремились, какая-то борьба, все через борьбу. То есть у вас достижение ваше, например, все это происходило именно через борьбу. Причем жесткая какая-то, постоянная конкуренция, неважно, в коллективе, в социуме, в семье даже в своей. Это какая-то конкуренция за вот этот, за ценность как раз, за материальный ресурс, за вообще ресурс в материи. Это же не только деньги, это и здоровье, и процветание, и счастье. За новые начинания вам приходилось всегда бороться. Это вам приносило боль, страдания, то есть состояние, когда, ну вот, чуть ли не уже не убитая совершенно самооценка, и человек по энергетике здесь коснулся дна своей души, вот так я бы сказала. Что очень быстро, 8, что очень быстро. Вы вылетаете из этого состояния. Почему они вылетают из этого состояния? Потому что вы сейчас обучаетесь вот этими раскладами, вы обучаетесь, вы обучаетесь делать выбор. Вы наконец начали работать. Работать именно не в холостую, а для своего результата, именно для вас. Девочки, особенно вы, вот просто молодцы. Вы начали заглядывать вообще в себя и находить в себе, для себя, что я хочу, куда я двигаюсь, чего я хочу достичь. И у вас открываются возможности после разрушения, после того, как вы под фундамент разрушили свою жизнь. Это могли быть разрушения, разводы, расставания, потеря работы, потеря здоровья, потеря близких даже. Да, потеря близких. Свечка подтверждает. Когда была адская боль, именно душевная. Через тайные глубинные знания, которые вы получали в своих практиках, через свое тело, через свою душу, через коннект с высшими силами, у вас напрямую идет. Вы сейчас ждете как будто результата, то есть вы посеяли это зерно ценности, и вы ждете этого результата. Вы ждете того состояния, когда вы сможете быть в ресурсе, в абсолютнейшем ресурсе, когда вы управляете своим государством, когда вы от
королевы пентаклей, то есть я ценная женщина, вы переходите в статус высшей ипостась женщины через верховную жрицу в императрицу. Вы идете в императрицу. Потому что происходит процесс исцеления в вас, интегрирования мужской и женской ипостаси, когда вы наконец научаетесь быть женщиной, а не и я, и папа, и мужик, ну вот это вот. Я из-за себя, из-за того парня, вот из такого контекста. То есть вы в себе это исцелили. Иллюзии перевернулись наконец-то. Прекратили болтаться в иллюзиях. Но это когда розовые очечки с стеклами вовнутрь. Чистое проявление. Движение вперед. Движение. Когда полное завершение вот этого цикла прежней жизни, и вы понимаете, что все, я больше так не хочу. Я иду в свое движение, в новое. Я защищаю свои границы надежно. Я умна, я настолько прокачанная личность, что во мне сочетается и ум, логика, и чувственность, глубинная чувственность, любовь. То есть это женщина, которую вообще сломить невозможно, ну просто невозможно. Это женщина, которая сочетает в себе, во-первых, все 4 королевы здесь выпали, а во-вторых, она в контексте королева мечей, королева кубков, это вас невозможно сейчас ввести в заблуждение какими-то льстивыми речами. Но также вы прекратили быть холодной теткой. Вы знаете, когда на всех сбрасываете свой негатив, потому что вы сейчас научились гармонизировать в себе это. Разные ваши грани, разные ваши ипостаси. Вы позволили себе быть разной в определенные отрезки времени. То есть я не всегда постоянно как забетонированная в своем состоянии, и я вот только такая. Это про чувственность, это про то, что вы научились и выбрали свой путь. Вы выбрали свою силу, вы выбрали свою дорогу, вы выбрали сейчас отличаться от других, отличаться от социума, отличаться от своей семьи, выйти из вот этого состояния, когда у вас как будто поместили, вашу душу поместили в это тело, да, в определенные рамки, в определенный социум, там, как в аквариум вас опустили туда, и вот болтайся как хочешь. Вы выбрали сейчас свой собственный путь. По силе это путь к своей внутренней самоценности, это путь любви, истинной любви, когда глубинная такая, когда такая мощнейшая в вас энергетика просыпается, сильнейшая энергетика, просто вот сногсшибательная. Ну, конечно, без иллюзий, без болтания в апатии, ну, никак, да, никак. У вас после просто разочарования как раз вот этот путь вас приводит к вашей истинной любви, к партнерству, к союзу. Я сейчас не говорю там официально, неофициально, это не важно вообще. Просто вы притягиваете сейчас своих людей к себе. Вы притягиваете сейчас свое возрождение. Вы возрождаетесь из пепла. Все, кто меня слушает, возрождаются из пепла. Да, вы вспоминаете свое прошлое,
И там есть теплые моменты в вашем прошлом, но теперь вы понимаете, что я свечу сейчас, я иду в свою ценность сейчас. Итак, мы сегодня прорабатываем с вами вашу самоценность, и это встреча с вашими родителями. Сегодня мы встретимся и с мамой, и с папой. Вы должны представить себе, давайте по отдельности. Сначала мама. Вы представляете свою маму перед собой, входите в это глубокое состояние медитации. Какая она пришла к вам, ваша мама? В каком возрасте, в какой одежде, в каком состоянии? Вы видите вашу маму. И вы говорите ей, вспоминаете 3 ситуации, которые наиболее сильно повлияли на вас, либо ранили вас. Ситуации, где вам было несправедливо, где вам больно было, где вам было страшно, где было ощущение потери самого близкого человека, это мама, то есть это фундамент вообще жизни. Вспоминайте эти 3 ситуации. И проговаривайте эти ситуации своей маме. Я вместе с вами делаю, поэтому. Вы говорите ей о ваших чувствах, о том, что вы чувствовали в этих ситуациях, как вас ранила ее холодность, возможно, ее слова, может быть, грубость, агрессия, либо ее апатия, закрытие от вас, закрывание, как будто бы, когда этот человек не справился со своей ролью мамы. Вы берете эти ситуации, находите эти ситуации в вашем теле. Они в виде сгустка энергии темного цвета. И вы находите, где они. И сейчас вы вырываете эти сгустки, эти 3 сгустка, которые связаны с этими ситуациями из вашего тела. Вы кладете эти сгустки либо ей к ногам, либо говорите: мама, возьми. Это моя боль. Возьми. Это то, что связано с тобой. Это твое. Возьми. Если она берет эти сгустки, она вам должна дать взамен этой боли свое принятие, материнскую любовь и благословение. В виде чего она дает вам благословение? Может быть, это вещь какая-то.
И вы на эти места, где у вас сейчас пустота, вы заполняете этой вещью или этими вещами. То есть вы как бы, если это, например, одна вещь, вы прикасаетесь к тем местам, где у вас пустота сейчас, вот этими вещами. Это как благословение от нее. Это ее любовь, это принятие ее. Как человек, она не справилась со своей задачей в тот период времени, потому что была сама в нересурсе или была сама в разбитом состоянии. Но как душа, она пришла к вам, как учитель. Как душа, она светлая, то есть и ее задача выполнена на 100%. Сейчас вы представляете себе, как все ваше тело заполняет божественный свет, изливающийся в вас из источника прямо сверху. Он заполняет каждую вашу клеточку. Вы не забывайте дышать. Вы дышите через нос, вы вдыхаете. Выдох у вас через рот. Вот с таким ха. Теперь вокруг вас вы видите представителей вашего рода, предков вашего рода. Они обнимают вас. Они дают вам поддержку и знания, глубинные знания о том, что вы идете по своему пути и что вы совсем справитесь. Вы прощаетесь со своей мамой, обнимаете ее, благодарите за то, что она дала вам, и идете в свой путь в одиночестве. Ваша душа идет одна, она приходит в этот мир одна, и она уходит в этот мир одна, ваша душа. И вот у вас наступает трансформация. Прямо после вот этого расклада, после этой практики у вас изменится ваше сознание. Сдвиг в сознании произойдет, именно точка сборки, потому что придет высший суд, сам Творец, высшие силы пришли сейчас, чтобы исцелить вас, чтобы вывести вас на этот путь трансформации и перерождения вашей души. Это карта перерождения. Смерть, высший суд. Ну и у вас активное движение начинается в материи, именно в грубой реальности. Давайте немножечко перерыв, прям 5 секунд, и к папе перейдем. Давайте теперь перейдем к папе. Ваш папа. Неважно, этот человек, эти люди, ваши родители, живы они или нет, или они уже в ином мире, вы духовно с ними встречаетесь. У вас от папы огромные способности, энергии очень много. Но разочарование. Разочарование, борьба и конкуренция. И еще этот человек был подвержен зависимостям. Алкоголь тоже подбухивал, наверное. Взаимодействие начала. Эмоциональные качели.
зависимости. Я сказала, у вас зависимости, которые передались по отцу, кстати, может быть. Вы как будто тянете эту программу, которую отрабатывал ваш отец. Он передает эту программу своим потомкам, и вы должны эту программу исцелить. Что они должны сделать? Они должны смерть своему дьяволу, смерть зависимостям, смерть, трансформация, обнуление темных прошивок, темных программ, обнуление, выход в новые горизонты. Выход в новые горизонты, и ваша сейчас любовь к себе просыпается. Это самоценность себя, опять же. Выход. Очень сильно по луне. Что это? Движение. Вы из-за того, что часть этих программ несете в себе, не обязательно, что ваш там отец, например, страдал какими-то зависимостями, что вы тоже в социуме так себя, то есть подвержены этому. Но в вас эта программа сидит, которая мешает вам в вашей реализации и вашем пути, потому что вы идете как будто по пути вашего отца. У него своя дорога, у вас своя. У вас своя. Поэтому девушки выбирают себе в мужья и либо в партнеры мужчин, которые либо очень похожи на отца и как будто ищут в нем отца, который отсутствовал, либо отсутствовал, потому что по причине того, что он либо с вами боролся, либо он уходил в свои зависимости, либо эмоциональные качели. То есть он то с вами взаимодействует, то он уходит в свое какой-то свой мир, где он плавает. Это вот так. Либо от отрицания. Вы находите партнера, который совершенно не похож на вашего отца, но вы тем самым отрицаете отца и отрицаете в себе себя же, потому что, отрицая вашего, не принимая отца вообще как личность, как человека, который дал вам жизнь, вы отвергаете себя, вы не принимаете себя. Мы этот процесс сейчас сгармонизируем и завершим, причем благостным и таким легким, приятным образом, именно в этой практике. У вас из-за отца не клеится в любви, в отношениях. Именно и не то, что из-за этого человека, а из-за того, что в программах вы, в этих зависимостях, тащите за собой эти зависимости, это темную прошивку. Очень медленное продвижение в материи. До дна души, когда доходите, состояние такое. Вот, сейчас мы как раз переходим к состоянию своей ценности, потому что у вас очень сейчас болезненное именно внутреннее. Внутри вас много боли, непроработанных обид и страхов. Вы просто очень боитесь идти. Вы очень боитесь пробуждения у вас этой силы, которая у вас есть. Да, и не берете из-за этого возможности, которые дарует вам Господь Бог. Вот смотрите,
Вообще все в жизни не просто так. Если вам попадается специалист, например, в виде меня, который вам транслирует какие-то знания, а вы говорите, отмахиваете, да ну что она потом может мне сказать, вы тем самым просто отвергаете. Вам дает возможности Господь Бог, потому что в каком-то моем слове, в каком-то предложении, в моем посыле энергетически прежде всего, потому что я очень много энергии отдаю для раскладов, а у меня есть еще семья, работа, где я должна реализовываться и находиться в своей семье тоже. И я должна уделить этому время и внимание. Но я выхожу к вам на расклады для того, чтобы мне сказали, и я пошла делать. Мне сказали высшие силы. Вы тем самым не принимаете, как будто бы. Многие закрываются, многие отмахиваются, отбрехиваются. Ой, да ну, что это вот мне? Нет, лучше я уж пойду там какой-нибудь там прокачанной там, психологини или еще что-нибудь. Да она вам ничего нового не скажет. Более того, я даю вам движение, прежде всего, кинетическое движение. У меня во мне очень много 7. Это день моего рождения, 7. Цифра 7 – это колесница. Это когда человек с огромной внутренней силой к движению. То есть я всегда двигаюсь в материи. Даже если мне плохо, даже если мне больно, вы никогда об этом не узнаете. Потому что я себя поднимаю за 5-ю точку, я иду все равно и делаю. И этот заряд я даю вам. Этот заряд я даю вам. Этот эликсир, эту энергию для свершений, для того, чтобы вы научились выбирать свою любовь и свое сердце, по сердцу идти, а не по башне, когда. Ну, понятно. В общем, смотрите, все те, кто слушает мои расклады, я вам сразу скажу, я выступаю как трансформатор для людей. Это всегда было и будет. И сейчас это есть. То есть в любом пространстве, где бы я ни находилась, куда бы я ни входила, всегда происходит трансформация. Это как гром среди ясного неба. Я не к тому сейчас, что я вот великая там и могущественная. Нет, я к тому, что во мне есть эти способности, я их реализую сейчас в полной мере. Именно движение для людей, даю им толчок к собственному движению, к прекращению стагнации, к прекращению залипания в своем болоте. Я просто нахер убираю вообще любые ваши негативные установки, которые у вас есть, просто своим появлением. Поэтому и вот высший суд, страшный суд вышел. То есть в башне страшный суд. Сейчас у вас период судьбоносный, поэтому прослушивайте эти расклады, пожалуйста, очень внимательно, не пропускайте, в общем, тот, кто услышал, молодцы. Потому что я вас вывожу из вашего плена. Через отшельника вы познаете, вам шанс Господь Бог дает. Вот сейчас именно этот шанс начать новую жизнь. Пробуждая в себе эти способности, пробуждая в себе это глубинное знание. И очень резко у вас перемены сейчас наступят, очень резко. Причем вы не ожидаете, а они прям вот. Опять сам Творец пришел. Сейчас в вашей судьбе высшие силы уже над вашей судьбой работают. В виде даже меня. Я как проводник, вы пришли ко мне меня слушать для того, чтобы услышать свою душу, потому что многие не слышат, не умеют это слышать. Итак, мы переходим к Отцу.
несколько раз. Папа вышел. Папа вышел. Иерофант — это папа. Папа римский и папа, ваш папа. Вы встречаетесь сейчас. Дышим через нос. Выдыхаем через рот. 3 вдоха и выдох. И вы встречаетесь со своим папой. Как он выглядит? Сейчас вы достаете на поверхность 3 ситуации, 3 точки боли, связанные с вашим отцом. 3 события, которые повлияли очень сильно на вас. Либо это моменты, когда вам было неуютно, страшно. Возможно, вы болели в этот момент. Возможно, вы пришли к нему за помощью, а он вас не услышал. Либо он был в какой-то параллельной своей реальности, вы пришли к нему, то есть вы тянулись всегда к нему, а он был в своем мире, в своем тоннеле каком-то жил, и иногда только приходил к вам, и все равно это было какое-то кривое взаимодействие с вами. 3 ситуации, которые сильно вас отпечаток оставили в вашем сознании. Сейчас вы эти ситуации трансформируете, прямо сейчас исцеляете их посредством того, что вы говорите своему папе. Каждый вспоминает свои ситуации, говорит, проговаривает эти ситуации папе своему. Главное — ваше состояние, потому что многие из вас в детстве особенно не замечали свою боль, связанную с отцом. Не замечали. И также с матерью то же самое. Вы не замечали эту боль, а вам нужно признать, что да, мне было больно. Мне, ребенку, было в этом плохо. Но из-за того, что вы постоянно родителям вы любите их, поэтому вы часть боли их тащите на себе в свою новую счастливую жизнь. Вы несете вот этот код страдания, вы несете с собой, а вам нужно сейчас, прямо сейчас отдать эти страдания, эту боль, эти ситуации папе. Вот, возьми их. Точно так же вы из тела своего находите эти точки. Либо это одна точка. Вы достаете эту субстанцию из вас, отдаете своему отцу. Если он это берет, хорошо. Если не берет, то вы кладете к его ногам. И говорите такие слова: папа, я отдаю тебе эту боль. Я признаю, что мне было в этот момент страшно, больно и плохо. Это твое, возьми. А взамен дай мне свое благословение, свою силу, свою любовь.
он дает вам какой-то предмет. И вы этот предмет либо дотрагиваетесь до этого места, либо кладете его в это энергетическое ваше тело. Это благословение, это любовь, и это заряд на счастье, на удачу. Вы благодарите своего Отца. Вы чувствуете, как предки рода с вами. Они вас оберегают, они вас защищают, и они ведут вас по пути света. И вы идете своей дорогой, своим путем, не оглядываясь. Не оглядываясь назад. Вы сейчас этой практикой сделали фундаментальную вещь. Вы вышли из состояния повешенного и жертвы, из кармического урока, который очень долго длился, в свою фортуну, в свою удачу, в свою судьбу. И сейчас я говорю вам, у вас судьбоносные события. Вы сейчас учитесь отсекать любого рода обман и ложь. Даже сами с собой. Вот если вы лжете себе, вы понимаете, что здесь я себе вру. У вас сейчас шанс. Это туз жезлов. Для мужчин понятно, да? У вас факел в руке. И вы идете в материю. Для того, чтобы воплощать ваши мечты и начать свою жизнь с нуля. Вот сейчас этим раскладом вы начинаете свою жизнь с нуля. Да будет так.